Так, сегодня у нас Галина, пациентка очередная. Галина у нас тоже с двумя шунтами. Сейчас приехала на операцию, прооперировала второе колено. Правильно, Галина? А вот сегодня вторые сутки, да? Вторые сутки после операции, да, и Галина у нас уже вот спустилась самостоятельно по лестнице, вот так вот с палочкой. Галина, скажите, пожалуйста, какие ваши вообще ощущения после операции? Это второе колено. Когда вы первую операцию сделали? 18 ноября. 18 ноября. То есть 3 месяца прошло, как вы прооперировали первое колено, да? И скажите, пожалуйста, по поводу, что вот у вас, какие ощущения? Облегчилось ли ваше движение? Ушли ли боли, ночные, дневные, скованность в ногах? Конечно, очень даже. Я просто благодарна, что я сделала эту операцию, рада, что меня приняли, что меня поняли и сделали эту операцию. Все боли у меня практически ушли, я спокойно могу подняться, спуститься по лестнице, я теперь могу опять ходить, хотя раньше я проходила 10-15 шагов и стояла, не могла идти дальше. Я не могла даже сумку с продуктами нести, в такой степени у меня были боли сильные. А у вас какой диагноз был? Гонартроз второй степени, обоих колен. Обеих коленок, да? Угу. А скажите, какие вы принимали, какое лечение принимали до операции? До операции мне выписывали разные уколы, мази и таблетки Терафлекс. Предлагали гиалуроновую кислоту, но я ее не ставила. То есть вы вот всеми традиционными классическими методами, которые снимают боль, вы снимали себе боль, пытались воспаление, да, пыталась, но ничего не работало. И вы обратились тогда? Дочь нашла ЦИТО по интернету, позвонила на горячую линию, меня записали к Валерию Ивановичу. Я прилетела сюда из своего города, и он меня принял и все подробно рассказал, доступно. Через 1,5 месяца меня прооперировали. Замечательно. Сейчас у вас уже второе колено, да, получается, прооперировано. И, по сути дела, вот вторые сутки, вы можете вот показать, как вы ходите? Сейчас покажу. Сейчас потяжелее будет. И вот вы прям не чувствуете боли, да? Нет, практически. Я помню, что у меня она оперирована. Оперирована, да. Угу. И когда вас обещают выписать? Завтра. Уже завтра? Ну, то есть, получается, на 3-е сутки уже отпускают. Да. А скажите, вот после первой операции вы как долго, вы сказали, что у вас то колено было очень сильно болезненно, вот, и как вот быстро ушли те боли, которые вот не давали вам вот до операции жить? Практически еще в больнице ушли после операции. Просто у меня, вот я говорю, болезненность была именно то, что меня оперировали. Вот. И был какой-то страх, не упасть, чтобы повредить колено. Поэтому я ходила с палочкой, все. По дому я хожу без палочки. А вот у вас была затрудненность в движении тогда, вот с тем коленом очень сильная. Да. А когда она прошла? И как, как бы она сейчас вот совсем прошла, вот эта вот тугоподвижность? Чуть-чуть есть. Вот есть замороженность колена, наверное, это связано с тем, что нам что-то делали, а так нет. А вы реабилитационные какие-то процедуры проходите? То есть вы вот с первым коленом ни массажа, ничего не делали, да? То есть вот как вас прооперировали и все, и даже вот никакими мазями, да, вы ничего не мазали? Ничем. Ну, дай бог, но поэтому, еще у вас, конечно, сохраняется, потому что обычно рекомендуют, конечно, после операционной реабилитацию. Мне даже на погоду, как раньше говорили, что многие болят на погоду, не болят. Поэтому я очень благодарна врачу и всем остальным ребятам, здесь очень хорошие. Мы желаем вам скорейшего выздоровления, чтобы это был последний приезд в ЦИТО по этому поводу, и не только поэтому, вообще больше не попадать в больницу. Всего вам доброго и здоровья вам. Спасибо.